И снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами Роман Ломов, музыкант-этноинструменталист. И мы продолжаем знакомство с деревянными духовыми инструментами типа свирель, которые любезно предоставлены таежной музыкальной артелью. На первых занятиях мы научились звукоизвлекать, сделали правильную постановку пальцев, научились артикулировать звуки. А на сегодняшнем четвертом занятии мы познакомимся с ассортиментом музыкальных инструментов. Здесь вы видите набор инструментов свирелей. Это свистковые инструменты, о которых, собственно говоря, идет речь. И если обратите внимание, здесь они разной величины. На что это влияет? Это влияет на высоту тона. Чем длиннее длина воздушного столба, тем звук ниже. И, соответственно, строй этих инструментов, он во всех случаях такой же, как на базовом инструменте. Мы, напомню, учились на инструменте в тоне до. Но на других инструментах действуют те же самые законы, только используются они немного в других контекстах. Как я и говорил раньше, на одном инструменте можно извлечь, ну, по крайней мере, 4 основных тональности. Если это был инструмент до мажорный, то здесь можно играть удобно в до мажоре. От второй дырочки можно играть в тональности ре минор. От четвертой дырочки можно исполнять произведение в фа мажоре. От пятой дырочки соль мажорные. И от шестой дырочки можно играть в ля миноре. Это основные несколько тональностей, которые можно звукоизвлекать на только одном инструменте. Несмотря на то, что инструмент этот не хроматический, а у него, ну, как бы сравнивая с пианино, одни белые клавиши. Так и здесь одни белые звуки, но тем не менее, как вы успели заметить, по крайней мере в 5 тональностях можно играть на только одном инструменте. Если мы возьмем инструмент в тоне ре, основной тон ре, когда закрыты все дырочки, то здесь, соответственно, будут все те же самые тональности, только со сдвигом на один тон выше. То есть ре мажор, ми минор, тональность соль мажор, ну и тональность может быть ля мажор. Все эти тональности извлекаются на свирели ре мажор. Эта свирель, нужно отметить отдельно, удобна для использования в детских фольклорных ансамблях, где тональности как раз начинаются от нотки ре. Вот. Либо это может быть ре мажор, либо, например, если это минорное, то ми минор. Для детского ансамбля особенно рекомендательно. Инструмент в строе ми. Помимо основной тональности ми мажор, здесь можно также играть в тональности ля мажор. Чем интересна тональность ля мажор? Для пения песен это довольно-таки мужская тональность. И многие мужские песни, мужские композиции, особенно если мы говорим про русский фольклор, казачьи, например, песни, они исполняются в тональности ля мажор. Вот, то использовать в казачьем фольклоре вполне себе можно свирельку в строе ми.
Потому что у нее вот основной тон будет с открытыми 3 дырочками. Вот это уже моя практика, рекомендую. И тональность такая прям недавно выпущенная, соль мажор, только уже как бы 2 октавы. Она применительна для таких изобразительных моментов, когда мы, например, играем что-то такое весеннее, веселое, праздничное. Ну вот с высоким диапазоном свирелька, она для этого очень даже подходит. Ее маленький размер особенно рекомендателен для малышей. Потому что у детей рука небольшая, и, допустим, вот ширина пальцев не всегда между друг другом может охватить, например, тональность флейты до, да, или еще те, которые ниже. А вот в тональности соль это прям очень хорошо. А поскольку я говорил на флейте тональности до можно играть и в соль мажоре, таким образом эти 2 флейты могут даже играть дуэтом. Ну и еще один инструмент из этого ассортимента я покажу. Это инструмент тоже соль, только мы даже можем визуально увидеть, что он в 2 раза больше. Ну, соответственно, будет звучать он на октаву ниже. Здесь уже, как вы видите, и расстояние между дырочками, оно больше, и это уже инструмент, по крайней мере, для взрослых. Вот для того, чтобы на нем играть, ну, скажем так, вот, может быть, не всем будет удобно держать на крайних фалангах, то можно немножечко сдвинуть вот так вот на 2 фаланги, и тогда будет более удобно играть правой рукой. Вот такой вот нежный и низкий звук у такого вот инструмента в тоне соль. Дорогие друзья, надо сказать, что особую изобразительную характерность этим инструментам придают специальные приемы, которые я вам покажу, опять же, на нашем базовом инструменте до. И начнем мы с вибрато. Когда вы тянете длинный звук, чтобы он не звучал как-то так вот тупо и грустно, то можно немножечко животом, дыханием поддавать небольшое колебание. Поэтому получится так. В это время я дыханием делаю примерно такое движение. В процессе тренировок вы достигнете равномерности, чтобы вот эти вот волны были одинаковые, чтобы они не были не рывками. Также можно делать вибрато с помощью пальцевой артикуляции. То есть через одну или через 2 дырочки я немножечко вот так вот как бы веером обмахивая нажимаю на предыдущие дырочки. Точки опоры, о которых я говорил на первом занятии, они здесь точно так же соблюдаются. То есть 2 пальца снизу, мизинец
на конце правой руки возле раструба. И здесь мы держим губами. Вот. И благодаря этому инструмент будет держаться устойчиво. Также рекомендую использовать такие украшения, которые называются форшлаги. То есть вот гамму с форшлагами можно играть вверх и вниз, тем самым нарабатывая себе опыт. Вот сравните, пожалуйста, звучание двух мелодий. Я сыграл прямыми звуками, мелодия получилась какая-то блекленькая и неинтересная. Теперь я добавлю сюда форшлагов и вибрато. И вы уже слышите, как мелодия обретает живое дыхание. Вот таким образом, после того, как вы выучили одну, другую, третью мелодию, вы ее уже можете украшать вот такими изобразительными приемами. Это был 4-й урок из серии обучающих видео на духовом инструменте свирель. Меня зовут Роман Ломов. Ну и до встречи в следующей серии.